Товарищи, докуда мы будем терпеть попытки Америки влиять на все государства во внешней политике? Мы категорически против. Вы, конечно, можете сколько угодно общаться с своими коллегами по игре, которая будет сегодня на столе, для того, чтобы с ними договариваться, но блюсти они будут все равно свои интересы. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня мировой порядок. Это игра, в которой 4 мощные державы, причем Евросоюз почему-то тоже является державой, будут бороться за мировое господство, оказывая военное давление, оказывая дипломатическое влияние и пытаясь торговать различными ресурсами, которые они сами производят или добывают. У нас есть 4 государства, у нас есть Китай, есть Соединенные Штаты Америки, есть матушка Россия. И Евросоюз, он туда вот заброшен на задворке в коробочку пока, потому что мы играли втроем в основном в нее. И если вы играете втроем, то в игре будет присутствовать такой вот маленький бот, он очень просто управляется. В данном случае он будет выкладывать 2 кубика и 2 танка, которые указаны на карточках в те регионы, которые там указаны. Вы будете отправлять свои войска в различные регионы, там, где есть у вас интерес, для того, чтобы закрепить там военное влияние. Также вы будете выкладывать кубики влияния в различные регионы, для того, чтобы показать, соответственно, что вы в этих регионах молодец. 2 раза за игру, после 3-го и после 6-го раунда, будет проводить подсчет очков. И подсчет очков будет проводиться за те регионы, в которых достаточно влияния для того, чтобы произвести подсчет. Соответственно, вы будете подсчитывать победные очки за них. За то, у кого больше всего денег, за то, у кого больше всего военной силы, за то, у кого больше всего союзников. А также специфические победные очки будете получать за то, какая у вас способность у вашего государства. Также каждый ход военное влияние других стран в тех государствах, в которых у вас есть интересы, вернее, в тех регионах, где у вас есть интересы, будет у вас победные очки эти отбирать. Игра играется на карточном движке, и она от создателей Гегемонии. Карточный движок немножко вам напомнит то, что было, соответственно, в Гегемонии, но игра играется кардинально по-другому. Давайте разбираться, как играть в мировой порядок. Итак, у каждого игрока будет вот такой планшетик. Он выставит свои фишечки в определенные места, которые указаны на планшетике, и это будет его стартовое производство определенных ресурсов. Они будут выставлены вот на этом треке. Это трек процветания, он нужен для того, чтобы вам хоть куда-то было девать производственные ресурсы, которые, например, тот же самый Китай производит. И в начале каждого хода он будет выбирать одно из 3 направлений своей политики. Он может выбрать, соответственно, внутреннюю политику, он может выбрать внешнюю политику, то есть дипломатию, и может выбрать военную политику. В зависимости от этого он будет производить различные вторичные ресурсы. То есть у нас как? У нас есть 3 первичных ресурса. Это, соответственно, энергия, это полезные ископаемые и это еда, пшеница и всякие продовольственные товары. А дальше, соответственно, у нас есть производственные ресурсы. Это всякие продукты, это услуги, это дипломатия и это военная техника. Так вот, в начале каждого раунда вы сначала получите все производственные ресурсы, которые у вас были. То есть, если бы я начал бы раунд вот так, то я, например, там полезные ископаемые отправил бы на 3 вверх. Энергию отправил бы на 1 вверх, а, соответственно, еду отправил бы еще на 1, 2, 3 вверх. После этого я должен был бы выбрать у себя один из фокусов вот этих вот, то есть из направлений политики. И от этого бы уже зависело то, что я сразу получу в начале хода еще, то есть буду иметь возможность произвести или, соответственно, получить. И вот если я выбираю, соответственно, внутреннюю политику, я сразу переверну обратно одну из карточек стран-союзников, которые я мог использовать в предыдущем ходу. А также я бы мог потратить 6 денег или 15 и за это улучшить производство одного или 2 своих ресурсов. В целом это неплохо, потому что оно позволяет улучшать, в принципе, все ресурсы на планшете, которые есть, они определенные, как вот эти 2 направления политики. И третье, могут производить либо, соответственно, производственные товары, либо могут производить услуги. И вот услугу я могу произвести всего одну максимум, сколько бы у меня не было ресурсов, которые для нее требуются. А вот производственный товар могу производить аж 4 штуки, потому что Китай, мощный производитель. Россия, наоборот, очень много производит первичных ресурсов изначально, то есть она много производит энергии и много производит полезных ископаемых и сможет их даже торговать на рынке. При этом у каждого игрока есть 2 такие вот специальные карточки, это, скажем так, излишки. И если вы производите вид товаров, который у вас указан на этом излишке, вы, соответственно, карточки переворачиваете и сможете эти карточки тоже продать, если у вас будет специальная карта разыграна, или если кто-то другой из игроков захочет у вас купить. И здесь есть такое взаимодействие, когда игроки предпочитают покупать товары друг у друга, и они даже немножко за это вознаграждаются. Ну так вот. И вот, например, услуги стоят 1 энергию и 1 пшеничку. То есть мне надо было бы списать 1 энергию и 1 пшеничку, и я получил бы себе 1 услугу. Если бы я выбрал внешнюю политику, то я бы перевернул сразу 4 страны, потому что мои дипломаты поехали с различными миссиями в различные страны и занялись тем, что договариваются с нашими партнерами.
Также мог потратить себе 6 денег для того, чтобы увеличить себе прирост дипломатии. Возможно, влился бы в, не знаю, там, ГИМО, в МИД и так далее. И мог бы производить за 3 денежки себе дипломатические ресурсы максимум в том, сколько стоит, то есть 3. То есть мог произвести раз, два, 3 дипломатии, например. Если бы я отправился на военную политику, то я бы подготовил 2 карточки, как это указано здесь, мог потратить, соответственно, деньги на то, чтобы улучшить себе производство танков и произвести танки, если надо. Плюс каждое направление политики, которое вы не выбрали, то есть куда бы вас поставилась фишечка, оно будет давать вам некие бонусы. Вот это делает скидку на приобретение карт. Вот это делает скидку на то, что на заключение соглашений с различными государствами, а вот это улучшает вас как в оказании давления военного, так и в противостоянии этому военному давлению в регионах. И после этого начинается ход. Это первая была фаза подготовительная, фактически вы после этого переходите к действиям. Ходите вы в порядке хода определенным вот этим вот треком. То есть в данном случае у нас сейчас первым ходит Китай. Этот порядок хода будет меняться в ходе игры, и игрок, который имеет на конец раунда меньше всех победных очков, будет выбирать, каким он будет ходить в следующем раунде. Иногда полезно ходить первым, иногда полезно ходить последним. Первым полезно ходить, когда вы видите, что вот здесь вот карточка есть, которую вы хотели бы очень забрать, или когда вы хотите вписаться в какие-нибудь победные очки, где их было бы много, и забрать их себе. А последним выгодно ходить, потому что вы видите диспозицию сил на игровом поле и можете в определенных моментах переломить ситуацию в свою сторону. В частности, если вы видите, например, что у вас отжимают какой-то регион, а скоро подсчет очков, ходить последним гораздо выгоднее, потому что вы сможете, может быть, каким-то образом там повлиять и положить лишний кубик последним именно туда, где вам это будет необходимо. Игра сочетает в себе элементы колдостроя, но довольно-таки мало. Вы будете покупать время от времени некоторые карточки вот отсюда, и они будут добавляться в вашу колоду. Скорее всего, вы будете покупать не более там 1-2 вход, иногда не будете не покупать ничего. И они дают достаточно мощные способности по сравнению с теми картами, которые у вас в базовой руке. И содержат также элементы ария-мажори, так называемые, потому что за каждый регион, которых 7 на игровом поле, вы будете бороться и получать победные очки в зависимости от того, сколько у вас там кубиков. То есть вы за каждый кубик будете получать победные очки, и если у кого-то кубиков больше, чем у других, то он будет получать тоже дополнительные победные очки, и на этом как раз куется очень много. Вы набираете свою стартовую руку из карт. У всех государств, у всех держав, они асимметричные, то есть это немножко разные. Там у Америки, например, будет больше карт на ведение танков, у Китая будет достаточно много карт на дипломатию и на инвестиции в другие государства. У России будет нечто среднее между Китаем и Америкой. И все они дают вам немножко разный старт. Но по ходу игры, как бы, вот этими картами вы немножко выровняетесь и сможете делать различные действия, которые были в вашей стране не свойственны. То есть в ходе истории получается так, что вы немного перепрофилировали направление своей страны и политики для того, чтобы адаптироваться под современные реалии. Кстати, о современных реалиях. Действие игры происходит в 2010 году, поэтому игровое поле вроде как сделано на момент 2010 года, и она фактически симулирует, в том числе картинками, некоторые события того периода. То есть поэтому до сих пор карточка с Сирией дает нам возможность построить военную базу российскую на территории Сирии и так далее. Не будем уходить в политику, хоть и игра и про политику, так сказать. Итак, в свой ход каждый игрок будет разыгрывать одну из своих карт. Эти карты дают разные возможности и способности, и они вам прямо своим текстом указывают, что она позволяет вам сделать. Карты бывают оранжевые, зеленые и красные. И, соответственно, они как бы более-менее привязаны к тому, что у вас вот здесь вот есть. Оранжевые карты связаны с внутренней политикой, и это карты, которые позволят вам инвестировать в другие государства, как бы это странно не было, но инвестиции будут возвращаться к вам, поэтому это ваши карты, и позволяют поторговать. А внешняя политика позволяет вам войти в какой-то регион, там заключить торговые соглашения и так далее, либо подружиться с новым государством. Красные карты позволяют вам либо выставлять войска, либо строить военные базы, либо передвигать войска. Теперь обо всем по порядку. Когда вы разыгрываете карточку, вы делаете все, что в ней написано. У нас есть по факту 6 видов действий. Первый вид действия, давайте начнем так вот прям просто, это торговля. Когда вы торгуете, то есть вот здесь написано «поторгуй». Когда вы торгуете, у вас есть у каждого государства вот такая карточка. Это, скажем так, ваши торговые отношения. Вы можете делать 3 экспортных действия и 3 импортных действия. При этом один и тот же товар, то есть вид товара, не может у вас участвовать в экспорте и импорте. То есть вы не можете сначала свои смартфоны продать куда-то, а потом купить откуда-то. Есть специальная табличка на памятке. Она вам рассказывает, какие товары, сколько стоит при продаже, при экспорте и сколько стоит при импорте. И то есть сначала я, например, хотел бы экспортировать и продам, например, пшеницы. Но пшеницу мне продать некуда, потому что мои союзники, мои друзья не хотят покупать пшеницу. Мои союзники хотят покупать смартфоны, товары, и хотят покупать танки и энергию. Я пока этого им предоставить не могу, потому что танков у меня всего 2, энергии тоже маловато, смартфон продавать пока не хочется, потому что они самому пригодятся. И я понимаю, что денег-то маловато на старте игры, продам-ка я один танк. Продаю один танк, получаю за это 20 денег. Денег у меня там еще было 20, кстати. А дальше я могу импортировать. И вот импортировать я могу у других игроков в том числе.
То есть, смотрите, у меня есть импорт, он указан такими вот карточками со стрелочками. Я мог бы купить смартфон один в Пакистане, потому что я не продавал смартфоны. А могу также купить, например, энергию и полезные ископаемые у России. И вот я, например, скажу, что я хочу купить энергию, мне ее не хватает у России. Россия переворачивает эту карточку, свои излишки. Я добавляю себе раз, два, три и плачу России 9 денег. 9 денег я заплатил, по табличке по это указано. При этом, поскольку я посотрудничал с Россией, то есть хотя бы с одним из игроков в эту фазу, я получаю себе одну дипломатию. То есть, да, фактически, конечно, это очень нехорошо накачивать своих противников, по факту, деньгами. Но вы за это получаете, во-первых, ресурс дипломатии. А во-вторых, как бы это вам возможно дополнительно откуда-то все-таки пригрести немножечко. И вы здесь всегда стоите перед выбором. Либо дать денег вашему оппоненту, либо, соответственно, при том, что он даже не потеряет ресурсы, если у него эти карточки готовы. Либо, соответственно, не получить себе дипломатии. Иногда выгоднее получить все-таки дипломатию, а если вы еще и обладаете сами навыком дипломатии, то можно договориться со своим товарищем, ну, как бы, с соперником, и сказать ему: давай я сейчас у тебя куплю нефть, а ты мне потом на эти же деньги купишь смартфон. И ты получишь дипломатию, и я получу дипломатию. А Америка пусть там занимается своими делами и не лезет в нашу внутреннюю политику. В принципе, оно работает. Итак, это первое действие — поторговать. Второе действие — это проинвестировать в страну союзника. Инвестиции в страну союзника выглядят следующим образом. У нас на каждом государстве указано вот здесь количество денег. Мы можем потратить это количество денег, так вот 5 сдачи, и положить символ инвестиций на это государство. А в ходе игры мы будем получать инвестиции их обратно. Вот это количество будет умножено на это количество, и столько денег мы будем получать. Да, инвестиции за игру, особенно там, начиная со второго-третьего раунда, вы вряд ли окупите. Но, тем не менее, когда вы инвестируете, вы можете положить свой кубик влияния в регион этой страны. В данном случае мы в Пакистан, то есть в Южную Азию, можем выложить кубик. Кубики выкладываются следующим образом. У нас есть два участка влияния. Первый над чертой, второй под чертой. Вот эти кубики, если они ваши кубики там лежат, ничего с ними никогда в жизни не случится. Но если я кладу кубик сюда, я получу всего одно победное очко. А если я положу кубик сюда, я получу 4 победных очка. Но далее в ходе игры может случиться такая ситуация, когда зачем-то наши враги из США решили туда залезть. А потом еще наши друзья из России тоже решили туда залезть. И заняли все места. А потом, соответственно, США решили таким: что-то нам не нравится влияние Китая на Южную Азию, и мы сделаем вот так. Этот кубик уходит, эти сдвигаются, и это ложится обратно. Мой кубик вернулся мне. И вот это вот временные места для кубиков, которые могут быть сдвинуты. Именно во второй половине игры, когда уже прошел третий раунд фактически, здесь будет достаточно много кубиков, и борьба будет за них. Они будут выпиливать друг друга для того, чтобы оказать больше влияния на государство. При этом, когда кубик выталкивается, уже победных очков, тот, кто новый кубик поставил, не получается. И у вас, опять же, каждый раз будет дилемма. Либо положить свой кубик сразу туда, где его никто не вытолкнет, и оказать перманентное влияние на этот регион, либо получить много очков сейчас. Думайте об этом, насколько вам это важно. Иногда я бы сказал, что нужно комбинировать эти варианты, то есть положить кубичек и туда, и желательно, конечно же, первым воткнуть в самые дорогие места. Это было инвестиции. Второе, соответственно, мы переходим на внешнюю политику. Это самое простое действие, которое здесь есть в игре, это улучшить отношения с каким-то государством. Для этого вам понадобятся очки дипломатии. Я хочу, например, улучшить свое положение в том же самом регионе в Южной Азии. Вот этими вот символами отмечены фактически интересы ваших государств. То есть, как видите, у нас интересов в Америке нет, но тем не менее я все равно могу заключить, например, соглашение и улучшить отношения с Перу, и потом вложить туда инвестиции и закинуть туда кубик, теоретически. Также, например, если была бы какая-то карточка, вот, например, такая вот, Венесуэлы, я даже с помощью хороших отношений с Венесуэлой мог бы там построить свою китайскую военную базу. Но улучшать отношения мы будем в данном случае с Пакистаном. Пакистан, и мы смотрим сюда, вот это ценность этой страны, она трешечка. Нам нужно было потратить 3 дипломатии для того, чтобы взять эту карточку себе за это действие. При этом кубиков мы в регион бы не выкладывали, потому что мы просто получили себе нового союзника, а влияние пока на этот регион не оказали. И это один из вариантов. Второй вариант, если мы, например, брали Мальдивы. За Мальдивы я мог бы взять и перевернуть Пакистан, который у меня уже есть, и снизить стоимость его в дипломатии на силу этого государства. Это некоторая скидочка такая есть. Но Мальдивы брать не будем, мы возьмем Пакистан. Пакистан у нас уже есть. И вот тогда, когда у меня эта карточка не перевернута, если я подкладываю на нее еще одну карточку такую, а сделать это можно только с вашими стартовыми государствами, то есть в каждой вот этой колоде в ней у всех карт по одной,
Но плюс у игроков на старте тоже разданы некоторые государства. И вот именно этих государств есть дубликаты в этих колодах. Если вы, соответственно, себе улучшаете отношения с той страной, которая у вас уже была, вот тогда вы кладете еще один кубик влияния. И это единственный вариант с помощью улучшения отношений с каким-то государством получить кубик влияния в регионе. Потому что если вы берете новую карточку, то есть, например, я взял Мальдивы себе, да, заплатил бы за нее одну дипломатию с помощью этого действия, просто я взял Мальдивы себе, молодец, как бы действие на этом закончилось. Второй вариант – это оказать влияние на сам регион. И вот тогда мы смотрим уже на сам регион. У нас должна быть там хотя бы одна дружественная страна. И вот, например, мы сейчас возьмем себе и отправимся в Восточную Азию. У нас там есть Лаос. Сила этого региона 5. Нам нужно потратить 5 дипломатий, но 5 дипломатий у нас нет. Поэтому перевернем Лаос, чтобы сделать себе скидку. Плюс у нас есть скидка, если мы были в дипломатическом фокусе, еще в 1. И за это, соответственно, мы кладем кубичек вот в эту штучку, получаем 4 победных очка и выкладываем свой жетончик вот сюда. Этот жетон нам может быть полезен в нескольких аспектах игры, в том числе, если, например, на нас будут там оказывать военное давление, мы можем сбросить этот жетон и получить дополнительную силу от наших союзников, но всего лишь получается по факту на один раунд для того, чтобы нам союзники помогли немножечко от военного давления избавиться и не потерять очечки. Следующее, что у нас есть, это военные действия. Военные действия бывают всего лишь двух видов. Это построить базу или передвинуть войска. Когда вам говорят передвиньте войска, вы можете взять войска либо с планшетика, либо со своего, либо с игрового поля и подвинуть их в ту страну, где у вас есть интерес. То есть, например, сюда может только Евросоюз передвинуть войска и так далее. Либо где у вас есть военная база. Военные базы строятся специальными картами, в которых написано «постройте военную базу». И строится только если у вас есть страна, при этом не перевернутая, где ваша страна конкретно может построить военную базу. То есть, например, я могу построить в Пакистане или в Таджикистане. И вот если я буду строить военную базу, я выложу себе вот такой специальный жетончик. Вот сюда. И одновременно я в эту страну должен отправить хотя бы один свой танк. Но максимум танков могу отправить столько, сколько у этой страны, соответственно, сила. В Таджикистане может быть всего один танк. Я построил там военную базу и отправился в Центральную Азию одним танком. За это я все должен буду заплатить денег, за базу 5, за танк 5, но тем не менее я там, соответственно, оказал военное давление, теперь у меня там есть некоторое присутствие. И, соответственно, есть еще одно синенькое действие, которое не связано с этим планшетом, оно позволяет покупать вам те карточки за услуги. Это карты, которые сразу дают вам победные очки и дают вам перманентные либо одноразовые бонусы. То есть, например, там вот первая карточка в первом столбце говорит вам о том, что вы можете сразу прокачать себе 2 трека получения ресурсов. А вторая карточка говорит о том, что когда вы делаете вот это вот действие, вы сразу, соответственно, можете перевернуть дополнительную карточку страны. Карточки стран переворачиваются, когда вы вкладываете в них инвестиции, когда, соответственно, вы строите на них военные базы и при некоторых других действиях. Их, в принципе, хорошо отворачивать обратно, потому что они вам в том числе дают скидку. Кстати, когда она дает скидку, она тоже переворачивается. Поэтому нужно это иметь в виду, потому что если вы занимаетесь внутренней политикой, вы переведете всего одну, и вот есть только внешние 4. Поэтому не забывайте про это важный момент. Таким образом, за каждый раунд каждый игрок разыграет минимум 4 карточки. Есть некоторые карты, которые позволят вам разыгрывать дополнительные карты, и 2 карты останутся у него на руках. И мы дойдем до того момента, когда мы будем развиваться, то есть развивать свою колоду. Так-то мы и развивали всю игру. Мы получим вот эти ресурсы, которые указаны в верхней части этих карт, и получим себе очки процветания, вот это вот, которые указаны в нижнем. То есть у меня сейчас 5, плюс у меня фокус на домашнюю политику, на внутреннюю политику, и это дает еще скидку в 2. Я могу купить любую карту ценностью 7 здесь, или любые карты ценностью 7 здесь. И я могу взять эти карты гораздо сильнее обычно, чем те карты, которые у вас в базовой колоде. И вы, соответственно, сможете пользоваться их благами, начиная со следующего хода, потому что как только вы купили карточку, она уходит к вам вверх колоды, и вы наберете себе карты эти по новой. Далее идет фаза, в которой вы немножко зачищаете, то есть выставляются игрока-бота кубики на стол, потому что сколько бы игроков ни играло, всегда присутствуют 4 державы на игровом поле, некоторые из них управляются ботом. Бот выкладывает обычно там 2 кубика и от 1 до 2 танков, иногда ни одного танка на игровое поле в разные регионы, и вы изначально в начале хода каждого видите, где он их выложит, потому что у нас там лежат специальные карточки. Бот действительно может нагнетать немножко атмосферы, особенно если бот у вас Европа, он будет достаточно много кубиков забрасывать в Европу стараться, и, опять же, все его кубики считаются для большинства в каждом регионе. Еще важный момент в том, что в конце каждого раунда каждый игрок, у которого есть, скажем так, недружественные танки в регионе, где у него есть интерес, то есть в данном случае у нас, например, видите, в Центральной Азии есть интерес у России и у Китая. И у России там танков нет, а у Китая есть. Поэтому получается, что в регионе, который интересен России, есть угроза. И за это Россия потеряет 2 победных очка. Если там были танки и России, например, и США, он потерял бы 4 очка.
Но, правда, для этого, чтобы туда отправить танки США, поскольку у него нет там интересов, ему надо было построить сначала там военную базу, а это был бы уже звоночек. Что-то у нас США не там строят военные базы, видимо, хотят нам угрожать. При этом интересный момент в том, что поскольку у США с Евросоюзом есть специальная обилочка, которая называется НАТО, неожиданно, что бы это значило. Она позволяет их танкам не угрожать друг другу. То есть, если в стране с вашим интересом есть танки страны вашего натовского союзника, то как бы вы очков не теряете. Плюс к тому, что она асимметрична тем, что у этих товарищей есть НАТО, а у каждой страны есть еще специальная обилочка, которая дает победные очки. В частности, в Китае она работает только в конце и работает от того, сколько инвестиций в различных регионах они сделали. То есть, чем больше регионов имеют страны с их инвестициями, тем больше победных очков получит она. Россия имеет победные очки за самое большое количество танков в регионах, а США им нужно делать так, чтобы в регионах, где есть их интерес, их танков было больше всего. И если нет, то они будут получать очки, наоборот, в минус. Также у каждого государства есть набор вот таких вот карт. Это одноразовая карта за игру, и это еще один вариант, как вы можете сделать свой ход. Свой ход, если у вас нет карточек на руке по какой-то причине, или если у вас карточки, которые вы не хотите разыгрывать, можете сыграть карточку вниз лицом и вместо нее либо просто взять 10 денег, взять денежку, либо сыграть одну из вот этих своих карт, перевернув ее. И на эти карты прям очень мощные способности, которые помогают вам в какие-то моменты изменить игру. То есть у нас мощная Россия в последний ход разыгрывала одну из карт, и это помогло ей отжать чуть ли не 2 региона сразу у США. В конце 3-го и 6-го раунда мы подсчитываем победные очки. Как они считаются? Они считаются только в тех регионах, где заполнены все ячейки выше линии. То есть вот в данном случае считались бы только победные очки вот в этом регионе. В этом регионе мы получаем по 1 очку за каждый кубик, который у нас есть. То есть красная сторона получит 3, синяя 3, белая 1, черная это бот. И дальше мы смотрим, кого больше всех. Соответственно, у нас 3 красных, 3 синих. Если равенство, то смотрим, у кого больше всего танков. Там нет его, поэтому красный и синий получают 5 очков, то есть один уровень ниже. А белый получает 2 очка. И вот это, считаем, у кого больше всего денег, считаем, у кого больше всего танков, считаем, у кого больше всего союзников, тоже получили победные очки. В итоге, соответственно, выясняем победителя. Победные очки также можно нагрести вот с этих карточек, плюс они вначале вам дают некоторые очки. Вон те карточки также дают победные очки, и в ходе игры иногда вы будете за что-то грести очки, особенно там бывает это также на карточках. Карточки ротируются постепенно, карточки покупать можно, на них много разных прикольных способностей, но обычно это все-таки просто либо комбинации способностей, которые у вас есть на базовых картах, из тех 6 действий, которые я сказал, либо это возможность сделать эти действия со скидкой, или возможность сделать эти действия с каким-то бонусом. Ну, то есть, например, вот здесь вот можно сразу улучшить отношения сразу с 2 странами. А вот здесь, соответственно, можно подготовить сразу 2 страны, а потом войти в этот регион. Вот здесь, соответственно, можно потянуть карточку, которая даст вам возможность, соответственно, лучше потом выбирать карты из большего количества и построить базу сразу. Ну, то есть такие как бы минорно улучшающие способности, но на них еще есть разненькие ресурсы. То есть, например, вот эта карточка, если вы оставили себя в руке, она принесет вам 10 денег или 4 исследовательских очка, или что достаточно много. Ресурсы все достаточно важны, особенно первичные, потому что из них вы делаете вторичные, а из вторичных ресурсов очень важны дипломатия и очень важны, соответственно, танки. Потому что дипломатия позволяет вам набирать себе новых союзников, входить в регионы, а танки, соответственно, позволяют вам не получать минусовые очки, когда к вам приехали. А вот смартфоны позволяют вам тупо генерировать победные очки и деньги каждый ход, а дипломатики позволяют вам, то есть услуги позволяют вам покупать те карты. Теми картами тоже можно хорошо достаточно воспользоваться, но обычно выглядит так, что дипломаты стоят в начале игры очень дорого, а в середине игры вам уже достаточно поздно эти карты покупать, потому что они такого массового эффекта не окажут, и вы не дойдете до тех карт, которые дают вам много-много очков. Каждая страна в целом сориентирована на определенный вид ресурсов. При этом пища, соответственно, вот пшеничка нужна всем, и ее отдельно ни у какой страны именно конкретно импортировать нельзя. То есть вам нужно будет искать союзников, которые могут вам ее дать, либо, соответственно, производить ее самим. Все производят их в разном количестве. Китай, соответственно, на телефончиках, США на услугах, Россия на ресурсах производственных, Евросоюз, он немножко на ресурсах и немножко, соответственно, на смартфончиках. Эти ресурсы вы сможете закупать у них, и этими ресурсами они будут торговать для того, чтобы зарабатывать свои основные финансы. Асимметрия сторон строится изначально на картах, на картах у вас в колоде и на стартовых способностях, как я уже сказал, а потом развивается вот этими картами. Интересный момент в том, что фактически достаточно сильно военизированные США, набирая себе зеленые и оранжевые карты, может, в принципе, превратиться в достаточно мирную державу и пытаться
быть мировым гегемоном за счет дипломатии, а не за счет того, что они вводят войска во все страны подряд, там, в Ирак, в Иорданию и так далее. Китай же, наоборот, может попробовать набрать красных карт и построить баз везде, где только можно, и выставить свои танки в различных регионах, в которых другие страны имеют свой интерес, и, соответственно, лишать их победных очков. Важный момент в том, что эта игра абсолютно не про войну, эта игра не про военные действия, и танчики здесь сделаны как символ угрозы. Поскольку вот вы посмотрите, у нас есть на видео вставочках, как выглядит игровое поле под конец игры, там у вас горки из этих танков достаточно высокие, и получается так, что в ходе игры это тот как раз ресурс, который еще заодно даже в правилах укажет, что если у вас закончились танчики, то вы можете заменять их любыми другими компонентами, которые вам помогут. Исчислять их количество. Танков будет достаточно много, может быть, выстроено, особенно если там пара государств направлена на то, чтобы вот устраивать это противостояние. Хотя на этом не дается прям так много очков, если, например, там вы не Россия или не США, и вот прям нужно это, потому что у них еще вторичная обилка построена на это. Россия имеет победные очки за регионы, в которых у нее больше всего танков, а США теряет победные очки, если у нее не больше всех танков в регионах. То есть у нас есть две такие военизированные силы, которые будут массово стараться это сделать. Но в целом, победные очки на этом не собираются, они скорее отбираются у оппонентов. То есть вы пришли, у вас танков больше, чем у оппонента, оппонент потерял 2 очка. Пришли две страны, лежат там, у них танков ровно, они друг другу ничего не сделали, оппонент, который находится с ними, потерял себе 4 очка и так далее. Все основные очки как раз зарабатываются на контроле территорий и на превосходстве в чем. То есть да, за самое большое количество танков также вы получите еще и здесь, но это в общем на игровом поле, а не только в регионах, как у России. Но еще важны деньги и союзники. При этом важный момент в том, что больше всего победных очков вы получите именно за влияние на регионы, потому что это игра дипломатическая. Это 10-й год, государства еще пока прощупывают друг друга, наращивают где-то военный потенциал, где-то дипломатический потенциал и так далее. И, соответственно, танчики у вас здесь в поле уходить не будут вообще, а вот кубики на поле будут только прибавляться. И основная возня будет происходить за счет вот этих вот кубиков, то есть когда забита верхняя часть, которая практически не приносила очков, и забита часть передняя, которая принесла много очков, все начнут друг друга выбивать. И при этом кубики выкладывать на игровое поле не так просто. То есть танков там можно за ход выложить там штуки 3-4, а кубик вы выложите за раунд штуки 2. Потому что к ним нужно готовиться, вам нужны союзники, вам нужны ресурсы и вам нужна дипломатия для того, чтобы выкладывать кубики, или много денег для того, чтобы вкладывать инвестиции в страны, и они вас поддерживали. Поэтому если вы хотите себе игру, в которой у вас будут прям массовые сражения, захват территории и так далее, это не та игра. Это игра про тактику и про стратегию доминирования в различных регионах, плавного и постепенного. Вам нужно, скажем так, почувствовать себя мировой державой, которая строит долгосрочную политику не на сейчас, а на несколько лет вперед, чтобы закрепиться в различных регионах и чтобы вас оттуда не выбили. И вот если у вас получится именно это, вы в игре победите. По времени игры могу сказать следующее, что если вы уже разобрались с правилами, и у вас это вторая или третья партия, на четверых ее можно разложить часика за 1,5, то есть играется она достаточно быстро, играть даже быстрее гегемонии. Поэтому, если вам нравится тематика внешнеполитических игр, тематика оказание давления на различные государства, при этом вы хотите поразыгрывать карточки, на которых будут у вас различные тематичные иллюстрации по поводу того, как лидеры стран собираются, объединяются, договариваются, то попробуйте мировой порядок, вам она может вполне подойти. А это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.